Приветствую, друзья, всех на канале Рыболов Копатель. Мы сегодня с Серегой вдвоем приехали на морское побережье, в ту деревню, точнее тот поселок немецкий, который, можно сказать, строился для элиты, для аристократии кёнигсбергской и восточно-прусской. Мы приехали снова сюда покопать, поскольку здесь и дома были, как вы помните, и вот так вдоль дюн проходила линия обороны. Там тоже что-нибудь может попасться интересное. Так что пойдем чисто импровизировать сегодня. Чистейшая импровизация. Пойдем вот прямо отсюда начнем и пойдем вот так вдоль. Не переключайтесь, подписывайтесь. Погнали. Цепь туда уходит. Но мы ее не будем выкапывать. Не будем нарушать ландшафт. Пойдем дальше. Рылся? А? Никто не рылся? Не. Ну, ковыряемся перед морем. Какая-то земляночка. Я набрасываю, Серега звонит. Опа, вот это интересно. Смотрите, ребят, звездочка. Причем, похоже, окопное творчество. Такая не совсем ровная. Из бронзы, наверное, или из латуни. Вот такая вот жопка гильзы. Это, наверное, иловская, скорее всего, по размеру. Но вот ее обкусали. Что-то в ней здесь. Может, как подсвечник был. Свеча стояла. Какие-то вон пластинки еще вылетают. Тут еще что у нас? Планка маузеровская. Вот такой кругляк, но это тоже, по-моему, от гильзы. Ничего на нем нету. И звездочка. Ну и опять кусок такого аквамарина, как я находил тогда. Роемся дальше. Я выбрасываю, Серега прозванивает. Янтарь попадается, ребят. Янтарь попадается. Скорее всего, по нашим предположениям, им топили печки.
тут позиция была. И надо понимать, она переходная, потому что вперемешку как-то находки. И вот пуговка советская попалась. Планка немецкая. Потом что еще? Вот аккумулятор был, аккумуляторная батарея, от нее эти проставки. Всякие электродела. Саперка обломанная. Вон чего выскакивает, друзья. Пряжка ременная, советская, школьная, если я не ошибаюсь. Тут вот еще от портсигара, по-моему, крышка. Вот здесь стеклышко было. Там осколки были, и там какой-то рисунок даже был. Все вперемешку, короче. Цветняшки всякие. Ребята, мы переехали с Серегой в другое место. Он пошел сейчас дикие поздние яблоки, позднеосенние собирать. Место болотистое. Пойду сейчас пробью пару болот. Может, там что интересное будет. Буквально первый сигнал. И пятак. Советский. Болотный. Год не вижу. $50, наверное, какой-то конец. Ладно, пойдем дальше. Из этой же ямки. Еще 2 копейки и 10 копеек 52-го. Рассыпушка. Пришел туда, где медь была. Где свиток меди нашел в прошлый раз. И вот такой кусок блестящего металла, тяжелый. Откусанный. Что это такое? Не техническое серебро случайно. Но не в ломбард же его нести. $200 грамм где-то. Глубокий сигнал был. И вытащил вот такой крюк с блокировкой. Видите, не знаю, от телеги это или нет. Тут вот штырь такой скользящий. Интересно. Один феник вылетел. Зеленый. Тут же дома вокруг были везде. Все перерыто, ребята. Смотрите, вон какие фрагменты. Красота какая была. Под деревом, где вот эти фрагменты были. Короче, куча битой посуды пошло. Железо кое-какое. И вот среди всего чашечка такая. К сожалению, ручка отбитая. И клеем, как обычно, нет. Золотое колечко тоже не положили. Поковыряюсь маленько здесь. Опка еще выскочила.
Кёнигсберг, Оскар Майерс. А тут чистая. Интересно, для чего организовывали вот эти вот пруды рядом с домами? Как бы, казалось бы, не так далеко есть природное большое озеро. Но вот рядом с домом пруд. Я думаю, это все для домашних животных было. Для птицы какой-то, может, гуси, утки и так далее. Тому подтверждение вот такая бирка с золотым номером 1, 2, 3, алюминиевая, выпала. Это вот немецкие индоутки здесь плавали, а кольцованные, я так думаю. 1, 2, 3. Сигнал был. Достал, вот хотел выкинуть уже, потом обстучал, смотрю, что-то то ли вешалка какая-то, то ли чего. Сейчас попытаюсь помыть ее и посмотреть, что это могло быть. Тут вот видите, какой-то ободок вроде цветной идет. Может, вешалка была действительно. Декор какой-то. Вот так вот, друзья, я едва не выкинул вот такую красоту. Посмотрите. А была залеплена вообще до нельзя. Морда льва. Не знаю, что это было. Вешалка, может, какая-нибудь. Или еще какой-то настенный декор. А может, светильник к стене. Видите, тут есть за что цепляться, вешать. Гайка, которая крепила вот этот элемент. Да, скорее всего, светильник, наверное, был. Посмотрите, красотища какая. Вау. А в каком виде вытащил? Класс. А это, кажется, зонтик, про который постоянно мне пишут. Со вкусом курицы. Серега заберет, наверное. Ну все, ребята, вот такой у нас выезд получился. Худо-бедно что-то нашел, и то хорошо. Сейчас Серегу дождусь и домой чешем. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч, друзья. Всем пока.